Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Этот момент неизменно вызывает бабочек в животе. Чангук говорит, и Тэхён его очень внимательно слушает. Смотрит прямо в глаза и так нежно играет с ушком. Долгие взгляды друг на друга, оператору даже приходится сказать «смотрим в камеру». Девятое место. Два таких безумно интимных и нежных момента. Особенно второй. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Несправедливость, опровергнутая одним видео». Какое отношение к этому имеют Тэхён, Чангук и таинственная леди? Защищаем Тэхёна. Полное объяснение. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Просто дружеское напоминание о том, что Чангук был единственным участником, который носил синюю одежду, когда сказал «все синее принадлежит Тэхёну». Седьмое место. Наверное, так выглядит слово «раствориться». Шестое место. Поведение пары. Запомните главное правило счастливых отношений. Ваша вторая половинка всегда самая красивая. И не забывайте ей об этом напоминать. Очень интересно. Пятое место. Как же Тэхён залипал на нем каждый раз на этих моментах. Четвертое место. Забота.
То, как Чангук укрыл Тэхёна, а затем удобно устроился на груди Тэхёна и уснул. Третье место. Новости. Чангук в венгерском печатном издании книги рекордов Гиннесса 2025. Единственный азиатский сольный артист, упомянутый в книге в категории «Музыка» с фотографией рядом с крупнейшими западными музыкантами. Наибольшее количество первых мест в официальном чарте МИНа. Чон Чангук занял первое место трижды как сольный артист в чарте Ближнего Востока и Северной Африки МИНа, который существует с ноября 2022 года. Все три его песни находились на вершине чарта в течение 2 недель, а последней была «Standing Next to You» в ноябре 2023 года. Поздравляем Чангука! Мы безмерно гордимся им и любим всем сердцем. Уже который день подряд вижу это видео в Твиттере и каждый раз до слез. От тех времен, когда Тэхён проверял цену и ставил обувь обратно, потому что было дорого, до момента, когда он может покупать все, что ему нравится, не глядя на ценники. Он прошел огромный путь и добился всего своим трудом и талантом, но остался тем же Тэхёном, с добрым сердцем и чистой душой. Forbes отмечает, что Тэхён способствовал популяризации кукол Хвайрона в статье о том, что мода на лабаба идет на спад. Цитата из статьи «Следите за новинками». Еще одна плюшевая кукла Pop Mart, Хвайрона Living Wild Doll, резко взлетела в популярности на этой неделе после того, как Ким Тэхён был замечен с ней в аэропорту Инчхон. Через несколько часов та же кукла была распродана на сайте Pop Mart в Китае. По сообщениям, продано более 500 единиц. В данный момент Хвайрона Living Wild Doll перепродается на eBay за цену до $175, более чем втрое дороже ее первоначальной стоимости. Таким образом, Тэхён не только популяризировал кукол Хвайрона, но, похоже, и положил конец моде на лабаба. Хроники семейной пары. Новое видео с Чангуком для Dazed. Чангук рассказывает о своей любви к Кэлвин Кляйн. Вопрос: что для меня значит Кэлвин Кляйн? Ответ Чангука: на самом деле я стараюсь оставаться искренним. Мне действительно очень нравится Кэлвин, поэтому я и сотрудничаю с ними. Для меня Кэлвин — это как друг, с которым я хотел бы продолжать работать. Даже сейчас Кэлвин — мой любимый бренд. Я его обожаю. Этот парень слишком горячий. Индио Тадай о Тэхёне.
От айдола Кей-поп до звезды подиума. Тэхён – любимец Парижа. Ким Тэхён вновь стал центром внимания на Парижской неделе моды благодаря своему безупречному стилю и харизме. Когда Ким Тэхён появляется на модном мероприятии, это уже не просто событие, это культурный момент. Сцена за пределами показа Celine коллекции 2026 года на Парижской неделе моды стала наглядным подтверждением этого. Показ прошел в потрясающем Domain National de Saint-Cloud. Хотя мероприятие было закрыто за воротами, это не остановило толпы фанатов, заполнивших улицы и парковки в надежде хотя бы мельком увидеть самого обаятельного амбассадора Celine. Их связь не бросается в глаза, но стоит ее хоть раз увидеть, вы поймете, насколько они близки. Журнал Viral Style рассказали о первом TikTok Чангука в 2025 году, который недавно стал вирусным. BTS показывает фэшн по-своему. Забавные танцевальные движения вызывают восторг у фанатов. Энергичная песня «Фэшн» от младшего артиста BTS, Кортис, завоевала сердца фанатов по всему миру, и многие пытались повторить танец. Но старший по группе, Чангук, тоже присоединился к челленджу, правда, в своем абстрактном, веселеньком стиле. Он идеально повторил оригинальные магические движения и характерные взлетающие жесты руками, при этом каждый его шаг балансировал между «что это вообще?» и «какой же он крутой?». Настоящий выпуск забавной, раскрепощенной души. Фанаты по всему миру смеялись до слез. Это что, мода, зажатая дверью? Оказывается, даже золотой младший может иногда бросить контроль над выражением лица. Многие фанаты с нетерпением ждут совместного выступления Чангука и Кортис под фэшн, обещает быть огненно. Ловкость рук, и мы ничего не заметили, а он всего лишь открыл молочко. Слипдис о Чангуке. Слипдис. Когда он переписывался с Чангуком в групповом чате, ему показалось, что это переводчик, потому что Гуки часто использует сленг в английском. И однажды, когда он спросил об этом, Чангук ответил: «Нет, это я». Наверное, за столько лет мы уже привыкли к красоте Тэхёна. Но порой смотришь на него и просто поражаешься, как природа создала такой шедевр. Джан Сеокли, Джон, цифровой креатор и один из гостей на показе Celine, поделился впечатлениями о мощном присутствии Ви, добавив, что Celine даже пришлось увезти его в другое место после шоу, потому что толпа просто не расходилась.
Я был на показе Celine Summer 2026 и был по-настоящему поражен влиянием Тэхёна. Все мировые СМИ снимали его на огромные камеры, а остальные гости доставали телефоны и тоже записывали видео. Самое интересное, что, как я слышал, Celine пришлось увезти Тэхёна куда-то спрятаться сразу после показа, потому что другие приглашенные просто не уходили, продолжая наблюдать за ним, лол. А потом он вернулся обратно на площадку для съемок и интервью для прессы. Я просто в восторге от его влияния. Чангук любую хореографию сделает безумно горячей. Корейская женщина, живущая в Париже, рассказала, что как только она увидела фото Тэхёна с фисташковым круассаном, сразу же отправилась в эту пекарню. Она сказала, во время этой парижской недели моды Тэхён попал в заголовки новостей, когда зашел в это кафе десерт «Ла Пистечи» после шоу Celine. Я сама большая фанатка фисташек, и так получилось, что в тот день у меня был обед поблизости. Как только я увидела фото, где Тэхён наслаждается фисташковым круассаном, я сразу же пошла туда. Ему идут все оттенки волос, но этот как-то особенно сильно. Финансовый мир ошеломлен. Тэхён заплатил 100% наличными за квартиру стоимостью 14,2 миллиарда вон. Экономисты раскрывают тайну этого необычного шага. Финансовые эксперты не устают обсуждать смелое решение Тэхёна оплатить всю сумму наличными за роскошный пентхаус, отказавшись от ипотеки, как это делают многие знаменитости. Этот шаг ошеломил как инвесторов в недвижимость, так и фанатов, ведь в индустрии развлечений крайне редко кто-то решается выложить кэш столь решительно. Новость о том, что загадочный участник группы приобрел элитный пентхаус полностью за наличные, стала настоящей сенсацией как в шоу-бизнесе, так и в финансовом мире. Пока большинство знаменитостей предпочитают брать кредиты или инвестировать через финансовые фонды, решение Ви оплатить покупку сразу эксперты назвали мастерским проявлением тихой силы. Это не просто демонстрация огромного богатства. Это знак глубоко продуманной стратегии человека, который не живет по общепринятым правилам. Финансовые аналитики Сеула уже неделю пытаются разгадать мотив такого дерзкого шага. Некоторые считают, что Тэхён решил защитить свои активы от нестабильности рынка, предпочтя стабильность финансовому рычагу. Другие видят в этом часть более масштабного плана – проявление высокого уровня финансовой самостоятельности. Поступок Тэхёна показывает, что он не просто зарабатывает деньги, он умеет их защищать, отметил один из экономистов в корейской телепередаче. Сам факт, что он смог совершить такую сделку без кредита, демонстрирует уровень ликвидности, которому позавидовали бы даже крупные бизнес-магнаты. Но больше всего общественность поразила тишина, сопровождавшая покупку. Никаких громких заявлений, пресс-релизов или постановочных фотографий новой квартиры. Все прошло спокойно и незаметно, и стало известно лишь после утечки от инсайдера рынка недвижимости. Через несколько часов новость разлетелась по соцсетям, вызвав волну удивления, восторга и восхищения. Имя Тэхёна стало мировым трендом, а один из фанатов написал: «Только Ви
способен превратить покупку особняка в детективную историю. С первого взгляда, с первого дня, только друг для друга. Чонгуку так повезло. А мы так и не получили его соло на большой сцене. Несправедливо. Ну что это за диво? Лучший апгрейд в истории. Пост фанатки в Твиттере – это закусочная в том районе, где я была открыта до поздней ночи. Чангук и Намджун уже заходили, а Намджун возвращался сюда на прошлой неделе. Я попросил место Намджуна, а владелец просто подал мне то, что ел Намджун. А потом он показал мне, где они сидели. А еще он указывал на надпись «Подлинный», которая является оригинальной вывеской, потому что я сначала сфотографировал копию. Выглядит как муза для любого творца искусства. Никогда не забуду, как Чангук нарушил правила для фанатов и сделал с ними селфи, хотя Биг Хит просил его не делать этого в Хонде. Некоторым фанатам удалось мило пообщаться с ним и даже обнять его.
Чангук дуется, если на него не обращать внимания. Трогательный жест Тэхёна в адрес армии в инвалидной коляске растрогал поклонников до слез. Фанаты пишут, ему не нужно ничего говорить, достаточно всего лишь одного взгляда в его глаза, чтобы почувствовать, насколько он искренен. Просто улыбка и помахивание рукой вызывают у меня слезы. Лицо такое красивое, но сердце еще прекраснее. Что, если я расплачусь? Он самый милый парень на свете. Великолепный Ким Тэхён. Ты мне очень нравишься, мой милашка. Кто-то все еще говорит, не знаю, он так изменился, стал таким высокомерным, или он такой странный, но он буквально всегда такой. Его чистое сердце всегда с ним. Как можно ненавидеть такое сокровище? Он такой нежный, теплый и добрый. Защищайте его любой ценой, если бы только весь мир мог почувствовать теплоту его сердца. Дорогой, милый, вся моя вселенная. Единственные, кто нападают на Тэхёна, это анти и безумные шиперы. Все остальные знают, каким прекрасным человеком он на самом деле является. Тэхён такой нежный и заботливый. Это у него в крови. Мое сердце. Он самый сладкий ангел. Я так горжусь тем, что являюсь одной из его фанаток. Он слишком драгоценен для этого мира. Лицо красивое, но сердце еще прекраснее. Я так рада, что люблю и поддерживаю такую чистую душу в этом мире, который его не заслуживает. В то время как Тэхён заслуживает всего самого лучшего в нем, в мире. Люди часто говорят, что у Тэхёна лицо искусства и сердце ангела. Он доказывает свой статус звезды мирового масштаба не только своим талантом, славой и яркой внешностью, но и своим теплым сердцем и искренней добротой. От его дружелюбных глаз и мягкой улыбки до вежливых поклонов и заботливого отношения ко всем вокруг, независимо от их статуса, Ви постоянно напоминает фанатам, почему они влюбились в него с самого начала. Хотя некоторые могут сомневаться, настолько ли искренны айдолы перед фанатами, никто не может усомниться в отношении и поступках Тэхёна. За последние десятилетия каждый его спонтанный жест и маленькие привычки ясно отражали его золотой характер. Стилист Тэхёна его обожает. Тэхён и его маленькие стикеры в Instagram. Второе место. Это так интимно. Но одно из самых прекрасных ощущений — смотреть на кого-то и осознавать, что его взгляд уже направлен на тебя. Как думаете, заметно ли окружающим, что двое людей влюблены друг в друга? От вигукеров исходит особая энергия, приятная и притягивающая внимание. На них хочется смотреть подольше, это вызывает тепло и улыбку.
Любовь и нежность – это всегда великолепно. Влюбленные и на виду, и в то же время в своем невидимом коконе, где есть только двое. Первое место. Его малыш – его приоритет. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.